Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо Санчо. Лично я обожаю очень грузинскую кухню. У меня много видеороликов на ютубе и в других соцсетях, где я готовил различные блюда грузинской кухни. Но они, понимаете, они очень пряные, они вкусные. Но я вспоминаю просто те видео, которые я готовил, и без видео я готовил. Ладно, друзья, сегодня я приготовлю офигеннейшее блюдо чанахи. Чанахи – это вкуснейшее блюдо. Это, в общем, мясо, приготовленное с овощами вместе с картошкой в глиняных горшочках. Идеально приготовить это дома, запечь в глиняных горшочках. Вы понимаете то, что, вот как раз глиняные горшочки отдают тот самый вкусный аромат. Но если же вы находитесь на природе, либо же вот стоит хорошая такая вот погода и хотите что-нибудь приготовить в казане, так вот, друзья, сегодня я вам покажу, как приготовить чанахи. Я расскажу все ингредиенты, все нюансы, как приготовить вкусно это блюдо. Это рецепт нетрадиционный. Или как сказать, понимаете, чанахи готовят не только в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в России, я уверен, и где-нибудь в других странах Европы тоже готовят чанахи. И все готовят по-разному. Я сегодня покажу, как сделаю и как люблю приготовить чанахи я. Здесь немного отходят ингредиенты от традиционного чанахи грузинского. Вообще, на самом деле, готовится это все из баранины, но я сегодня сделаю это из телятины, из говядинки вкусной, точнее из телятины. В общем, пропорции такие. Сколько вы берете мяса, вы столько же должны взять такой же объем других продуктов, то есть овощей и картошки. То есть 2 килограмма мяса, 2 килограмма остальных ингредиентов. Это очень важно, потому что вот это надо сохранить. Вот это от традиционного рецепта. Смотрите, что я взял. У меня здесь 1,5 килограмма говядины, вот такой вот вкусный телячий кусочек. Вообще класс. Я его немного зачистил, здесь были небольшие пленки. Также обязательно здесь нужны баклажаны. Без них это будет не чанахи. Помидоры. Из зелени берите кинзу, петрушку, укроп, что хотите. Вот у меня кинза, петрушка. Обязательно нужен будет лук, чеснок, картошку. Картошку лучше молодую, маленькую берите. Вот у меня чуть побольше, я ее нарежу. И специи обязательно, кстати. Уцха сунели. Не путайте, не хмели сунели. Уцха сунели. Обязательно ищите и готовьте только с этой приправой. Без нее это не чанахи. Я добавлю немного аджики, можно немного томатной пасты, соль, перец. Все, больше мне ничего не нужно. Давайте же приступим, и я вам покажу, как все мы нарезаем, как будем готовить. Первый принцип приготовления, то что все продукты для чанахи обжариваются по отдельности. Поэтому будем нарезать первым делом и обжарим. Это лук. Лук нарезаем. В общем, можно, его достаточно крупно нарезают, либо же крупно кубиками, либо же можно нарезать вот так вот перьями. Я люблю, когда лук нарезан перьями, поэтому я его таким образом и измельчаю. Это все будет утушиваться в собственном соку, поэтому чанахи, почему это вообще очень вкусное блюдо? Потому что, представляете, все овощи отдают сок картошки, мясу, и правильно вообще чанахи готовить с бульоном, потому что, я видел, как готовят некоторые люди чанахи. То есть, это чисто как второе блюдо. Это неправильно. Чанахи это именно полусуп, полу вот такое второе. То есть это обязательно должен вкуснейший бульон быть, наваристый, от говядины, от всех овощей. Нарезали лук и идем его обжаривать. В казан отправляем подсолнечное масло 100 мл. В нем все и будем обжаривать. Смажем стенки казана, даем маслу раскалиться. Отправляем обжариваться лук. Хорошо перемешайте его здесь. Буквально минуты 3. Больше не надо. Нам не надо его полная готовность. Его просто надо пассеровать немного. И побежали нарезать мясо. Посмотрите, какой хороший кусочек мяса. В общем, телятину нам надо нарезать до достаточно относительно такие большие кусочки. 3 на 3 сантиметра. Идеально будет. Все мясо начинаем вот так вот измельчать. Кстати, я видел, что еще готовят говядину, но сверху добавляют курдючный жир, чтобы придать вот этот тот самый
вкусный аромат баранины. Я готовлю сегодня без курдючного жира. Если вам нравится вкус курдючного жира, то добавляйте. Как только лук начал немного золотиться, сразу же его отсюда достаем. Почему я первым делом обжарил лук? Я объясню. Потому что лук придаст аромат маслу, в котором мы будем обжаривать все следующие ингредиенты. Это будет очень вкусно. Отправляем говядину. Посмотрите, я не добавляю ни соль, ни специи. Это здесь ничего не нужно. Все это сделаем после. Все. В этом масле обжариваем сейчас говядину. А пока я нарежу баклажаны. Отрезаем вот этот вот корнеплод. И нарезать будем на достаточно такие крупные кубики. Вот они. Смотрите. Вот такие же кубики должны получиться и у вас. Баклажаны как раз в этом рецепте придают необыкновенный аромат грузинскому вот этому вот блюду чанахи. Баклажанов на такое количество мяса я возьму 3 штуки. Картошку нарезаем точно таким же кубиком. Посмотрите, все достаточно режется крупно, потому что это все будет тушиться в собственном соку. В течение 10 минут обжарили говядину, так сказать, запечатали ее. Достаем, сливаем лишнее масло, потому что нам сейчас нужно будет обжарить еще картошку. Представляете, картошка пожаренная в соку мяса. Ну это же классно очень. Все, и отправляем сюда картошку. Все это делается также на сильном огне. Все хорошо перемешайте. И обжариваем картошку недолго, потому что картошка может иначе быстро приготовиться. А нам не надо. Нам надо только вот 30% готовности. В общем, задайте картошки. Друзья, картошку обжарили в течение 5 минут на сильном огне. У нее идет 30% готовности, чего я и добивался. И следующим ингредиентом сразу же идут баклажаны. Можно долить, если там совсем осталось мало масла, чуть-чуть масла. Также их тут обжариваем и добавляем сразу же немного соли. И я добавлю сюда достаточно острой аджики. 1 чайную ложку. Ну вот так вот. Чуть побольше. Сначала попробуйте, а то переострите, как у меня было в предыдущем видео. В одном из предыдущих видео я переострил. Поэтому обязательно пробуйте. Ах, запах, друзья, какой от аджики, от баклажанов. Все это обжаривается. Класс. Я еще нарезал мелко чеснок. А также берем помидоры. Удаляем вот эту вот ненужную нам штучку. Разрезаем пополам. Удаляем плодоножку. И нарезаем кубиками. Тоже достаточно крупными. Все это утушится. Кстати, я видел, что еще ошпаривают помидоры и убирают шкурку. Мне нравится так. Опять же говорю, как правильно, я не знаю. Вот напишут мне, наверное, в комментариях, как правильно будет приготовить, потому что очень много людей пишут в комментариях: ты правильно, ты неправильно, кто заступается, кто говорит, что надо так. Поэтому вот вы мне и напишите в этот раз, как же правильно будет сделать. А теперь укладываем все слоями. Первым я отправляю лук. Огонь уже понемногу убавляем. Теперь отправляем сюда говядину. Разравниваем. То есть готовится вообще правильно чанахи слоями. Но не забываем про
специи. Как я и говорил, обязательно это уцхо-сунели. Каждый слой понемногу мы будем сдабривать уцхо-сунели. Совсем чуть-чуть добавляем черного перца. Добавляем немного соли. Следующим разравниваем баклажаны. Укладываем также слоем. Также добавляем немного уцхо-сунели. Ну, можно чуть-чуть соли добавить. Отправляем картошку. Разравниваем. Также добавляем уцхо-сунели. И теперь отправляем поверх помидоры. Все это также разравниваем. Добавляем уцхо-сунели. Добавляем черный молотый перец. Уже окончательно. Добавляем немного соли. И так как это все должно... Понятно, что все овощи дадут сок, но нам надо добиться, чтобы это все было еще и с бульоном. Поэтому добавляем сюда приблизительно 300 мл воды. Добавляем измельченный чеснок. И теперь накрываем крышкой. И все это тушим до готовности. Приблизительно 1 час. И будет очень-очень вкусное блюдо грузинской кухни чанахи. Осталось 5 минут до приготовления. Уже все, в принципе, готово. Блюдо чанахи вот такое вот. Теперь берем петрушку и кинзу и мелко начинаем нарезать. Этой зеленью мы посыпем блюдо. В казане общее. Можно отдельно в тарелку, кто не любит. Но, я вам так скажу, кинза просто обязательно должна быть в этом блюде. Точно так же, как уцхо-сунели. Ну и смотрим, что у нас получилось. Друзья, вы посмотрите. Я попробовал, картошка готова. Просто вот делаем вот так вот. Класс. Посмотрите, баклажаны целые. Они не разварились. Лучок тоже есть. И мясо готовое. Ну класс же ведь. И бульончик у нас тут. В общем, друзья, вот он, обалденный чанахи. Друзья, какой аромат. Посмотрите на мясо. Мясо готово. Вот оно, разваливается. Мясо мягенькое, мы хорошо протушили. И вы посмотрите, насколько вкусное получилось блюдо чанахи. Берем мясо, берем овощи. Обязательно это все со вкуснейшим бульоном и пробуем. Мясо тает во рту. Как же это вкусно. Друзья, это просто не передать словами. Очень вкусное, нежное мясо с вкуснейшими ароматными травами и приправами. В общем, грузинская кухня, как я и говорил, для меня очень близка и очень родна, потому что она очень вкусная. А я люблю вкусно поесть. В общем, друзья, готовьте себе вот такие вкусные блюда. Смотрите также на ютубе, у меня очень много вкусных всяких роликов с грузинской кухней. В общем, друзья, кушайте вкусно, кушайте в удовольствие, отдыхайте приятно. Всем до новых встреч, до новых видео, пока.